Добро пожаловать, друзья, на канал Фактограф. Сегодня мы приоткроем двери в историю и расскажем вам о самых старых мостах в мире, которые сохранились до наших дней и даже сейчас способны удивить своей неповторимой архитектурой. За каждой старой конструкцией стоят золотые руки мастеров тех времен и скрывается уникальная история. Какие-то мосты вы знаете, а о некоторых услышите впервые. Одним из них насчитываются сотни, а другим тысячи лет. Италия, Франция, Турция, Иран, США. Мы везде успеем побывать и разузнать самые интересные факты об этих старейших конструкциях. Приготовьтесь к погружению в мир величия прошлого, в мир самых старых мостов в мире. Поехали! Бруклинский мост, США. Начнем наше путешествие с Бруклинского моста, самого известного моста Нью-Йорка, пересекающего реку Ист-Ривер и соединяющего Манхэттен с Бруклином. Его строительство было закончено в 1883 году. До 1903 года Бруклинский мост был самым длинным подвесным мостом в мире. Расстояние пролета между двумя опорами составило 486 метров. Также впервые в истории для конструкции такого типа были использованы стальные тросы, передававшие нагрузку на каменные опоры моста. В целом, Бруклинский мост состоит из трех пролетов, разделяющихся двумя башнями в стиле неоготики. По своей длине он также имеет три пролета, два крайних, широких пролета, расположенных по двум сторонам моста, предназначены для проезда транспорта, а один узкий, средний пролет, возвышен над полосами автомобильного движения и используется пешеходами и велосипедистами. Мост Александра III, Франция. Один из самых изящных мостов Парижа, построен в стиле Бозар и украшен многочисленными скульптурами, колоннами и фонарями. Одноарочный мост Александра III перекинут через Сену и соединяет Елисейские поля и Дом инвалидов. Его общая длина составляет 160 метров, а ширина около 33 метров. Чтобы не заслонять панораму Елисейских полей, высота сооружения не превышает 6 метров. Первый камень моста был заложен в 1896 году российским императором Николаем II и назван в честь его отца, императора Александра III. Этот подарок ознаменовал заключение Франко-Русского союза и символизировал дружбу двух государств. Мост был отстроен за 4 года и открыт накануне Всемирной выставки в 1900 году. С 1975 года мост Александра III считается историко-культурным объектом и охраняется государством. Тауэрский мост, Великобритания. Даже если вы никогда не были в Британии, вы все равно его узнаете. Тауэрский разводной мост находится в самом сердце Лондона, над рекой Темзой, недалеко от лондонского Тауэра. Не путайте с лондонским мостом, расположенным примерно в 800 метрах выше по течению, ведь они очень похожи. Тауэрский мост имеет длину 244 метра и украшен двумя башнями высотой 65 метров. Центральный пролет между башнями длиной 61 метр разбит на два подъемных крыла весом более 1000 тонн, которые для пропуска судов могут быть подняты на угол 83 градуса. Раньше мост разводился при помощи гидравлических двигателей, а сегодня благодаря электрическим. Строительство моста длилось 8 лет, и официальное открытие состоялось 30 июня 1894 года. С тех пор Тауэрский мост каждый год посещают тысячи туристов, чтобы полюбоваться захватывающим видом на весь район Сити, Букингемский дворец, шпили аббатства и увидеть, как поднимаются огромные крылья моста. Старый мост, Босния и Герцеговина. Старый мост расположен в городе Мостар, историческом центре Герцеговины, процветающем городе во времена правления Османской империи. Арочный пешеходный мост пролегает через реку Неретву. Он был построен во времена правления султана Сулеймана Великолепного в период с 1557 по 1566 год и был выдающимся памятником Османской империи. Масштабная конструкция состоит из 456 каменных блоков. Сводчатый пролет моста имел длину 30 метров и ширину 4 метра.
В 17 веке по сторонам моста достроили оборонительные башни Тару и Халебию. Старинный мост простоял более 4 столетий, пока в 1993 году его не разрушили хорватские боевики в ходе Боснийской войны. Да, сегодня на этом месте стоит современная копия древнего моста, возведенная в 2004 году. Несмотря на все, мост сохранил свой внешний облик средневекового памятника архитектуры в османском стиле и сегодня является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. Поэтому мы не могли не включить его в наше видео. Мост Риальто, Италия. Ох, это сказочная Венеция! Кто же не мечтает побывать в этом дивном городе на воде? Большинство экскурсионных маршрутов по Венеции начинаются и заканчиваются у моста Риальто, самого старого и знаменитого в городе. Он пересекает Гранд-канал примерно посередине, соединяя два района – Сан-Поло и Сан-Марко. Эта яркая историческая достопримечательность города берет свое начало в далеком 12 столетии, когда на этом месте была построена первая понтонная переправа. Дошедший до наших дней мост из камня был возведен в конце 16 века. Он представляет собой одну арку, по обеим сторонам которой тянутся торговые ряды. Риальто стоит на 12 тысячах свай. Его длина простирается на 48 метров, а ширина составляет 22 метра. Великолепный арочный пролет, барельефы с изображением Теодора и Святого Марка со стороны вокзала и сцены Благовещения со стороны Венецианской лагуны делают мост символом Венеции и самым узнаваемым видом города. Мост Хаджу, Иран. Хоть Иран и не является популярным туристическим направлением, но эта страна, возникшая на месте древнейших цивилизаций мира, сохранила множество исторических достопримечательностей. Вот, к примеру, мост Хаджу – арочный каменный мост через реку Заянде в городе Исфахан. Он был построен в 1650 году на фундаменте старого моста по приказу шаха Аббаса II. Верхняя часть моста предназначалась для движения повозок, а вот по бокам, за арками, спрятаны пешеходные зоны. В центральной части моста находятся два восьмигранных павильона для обзора прекрасного вида и отдыха. Сооружение длиной в 133 метра и шириной 12 метров состоит из 23 каменных арок и функционирует как мост и плотина одновременно. Шлюзовые ворота, построенные подарками, до сих пор используются для регулирования течения реки Зиянде. Мост Капельбрюкке, Швейцария. Теперь перенесемся в Люцерн и полюбуемся древнейшим действующим деревянным мостом в Европе и одной из самых узнаваемых достопримечательностей Швейцарии. Крытый мост Капельбрюкке был построен в XIV веке на реке Ройс и первоначально являлся частью городских оборонительных укреплений. Изначально длина моста была примерно 280 метров, но с 1835 года по настоящее время его длина составляет 204,7 метра. Под коньком крыши по всей длине Капельбрюкке размещено 150 деревянных панелей, украшенных фресками. На них изображены наиболее важные события из истории Люцерна. Башня, что у середины моста, была построена чуть раньше, в 1300 году. В разные периоды она служила наблюдательным пунктом, тюрьмой, местом хранения архива, казны и даже пыточной. Мост Понте-Векьо, Италия. Если вы прибудете с визитом во Флоренцию, то обязательно посетите Понте-Векьо, самый старый мост города. Построенный в далеком 1345 году, мост – это не просто переправа с одного берега реки Арно на другой, но и уникальный архитектурный памятник, практически не изменившийся с XIV века. Выстоял почти 700 лет и выглядит легко и изящно. Каменный мост состоит из 3 отдельных арок. Центральная имеет длину 30 метров, а боковые по 27 метров. Высота сводов колеблется между 3,5 и 4,4 метрами, а ширина равна 32 метрам. Мост Понте-Векьо соединяет два важных здания – Палаццо Векьо и Палаццо Питти. Раньше на мосту располагались лавки мясников и других торговцев, а вот уже с 16 века их сменили ювелиры с золотыми прилавками. Так и прижилось негласное название – «Золотой мост Флоренции».
Мост Святого Ангела, Италия. Этот мост и вправду можно назвать самым красивым мостом в мире. Мост Святого Ангела – это мост через реку Тибр в Риме, построенный в 134-139 годах римским императором Адрианом. В Древнем Риме его называли мостом Адриана, ведь он соединял центр города с мавзолеем императора, замком Святого Ангела. С XIV века замок Святого Ангела использовался в качестве тюрьмы. В нем проводили казни, а на мосту выставлялись тела преступников. Мост растянулся на 135 метров и украшен статуями в стиле барокко. Именно эти скульптуры ангелов, да и сам замок Святого Ангела, дали название мосту и способствовали укреплению этого названия среди горожан. Мост Святого Ангела полностью пешеходный, отсюда открывается вид на Ватикан, а 10 статуй ангелов держат таблички с цитатами из Священного Писания. Мост Джендере, Турция. Джендере – это древнеримский мост, расположенный недалеко от античного города Арсаме, в 55 километрах к северо-востоку от города Адыямана, на юго-востоке Турции. Этот мост, что пересекает небольшую бухту, был возведен во II веке силами 4 городов Комагенского царства. Он построен в честь римского императора Септимия Севера, его жены Юлии и их 2 сыновей – Каракаллы и Геты. Будучи одним из самых древних, он также является вторым самым длинным мостом, построенным римлянами. Мост выглядит как простая единая арка. Он опирается на 2 скалы и расположен в самом узком месте протока. Длина пролета моста составляет 34,2 метра, а вся конструкция имеет 120 метров в длину и 7 метров в ширину. Мост Джендере является частью национального парка Турции, расположенным вокруг горы Немрут-Даг, которая была объявлена объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. Алькантарский мост, Испания. Этот прекрасный старинный мост завершает наше видео. Алькантарский мост соединяет берега реки Тахо в испанском городе Алькантара. Он находится у подножья замка Сан-Серванандо, рядом с крепостными воротами. Каменный арочный мост был построен между 104 и 106 годами по приказу римского императора Траяна. Он является образцом древнеримской архитектуры, лишенный всяческих украшений, но при этом завораживающий своей монументальностью и гармоничностью архитектоники. 6 арочных пролетов, сложенные из крупных тесаных камней, составляют мост общей длиной 194 метра, высотой 71 метр и шириной 8,6 метров. Проезжая часть находится на высоте 45 метров над водой, а посередине моста возвышается триумфальная арка. Во время различных войн Алькантарский мост не раз получал повреждения, однако всякий раз его удавалось восстановить в первозданном виде. С 1921 года мост официально объявлен культурным наследием и тщательно оберегается, а благодаря следам исчезнувшей римской цивилизации он привлекает туристов со всего мира. На этом у нас все, друзья. Как вам мосты? Какой из них впечатлил больше всего? Делитесь с нами в комментариях.